моя! Прости, Элизабет. Да, милая, да. Я тоже надеюсь, что мой первый рабочий день пройдет без сучка из задоринки. И меня не уволят из очередного сумасшедшего с голубем. Никола Всеволод. О, нет, нет, опять ты. Сереж, ну расскажи про эту машину. Автомобиль Volvo XC40 Recharge. Это полностью электрическая версия модели, которая у нас достаточно хорошо известна с двигателем внутреннего сгорания, но именно уже в полностью электрической оболочке. Сел в машину, нажал кнопочку старт, она как бы завелась, но ничего не произошло, да? Нету кнопки старт, видите, заглушка. А как она понимает, что ты хочешь поехать? Переключением селектора в режим драйв мы, собственно, активируем движение автомобиля. Как только мы приехали, поставили на паркинг, автомобиль остановился, и, собственно, из него можно спокойно выходить, закрывать, он полностью уже обесточит себя. Не, ну ты прикинь, ну опять. Ну что это такое? Несмотря на то, что бренд принадлежит китайским, скажем, владельцам, но он остался шведским внутри полностью, не изменилось ничего, и машины стали даже более качественные, чем эти машины, которые были раньше, когда это было непосредственно у Форда. «408 лошадиных сил», поскольку у нас здесь версия с полным приводом, у нас 2 электродвигателя. На каждую ось. На каждую ось. Как быстро разгоняется, какой разгон. Да, понял. А по параметрам, по-моему, 4,9, да? 4,7 по паспорту, но по замерам 4,4. Уши закладывают. Мы привезли сейчас пробные автомобили и будем их непосредственно экспонировать, показывать нашим клиентам, знакомить с новшествами, которые есть у Volvo. Также непосредственно мы же привозим еще другие модели. У нас, если посмотрите, представлен сейчас XC40 привезли, XC60, S90 и XC90. У нас есть практически вся линейка, которая была, кроме универсала. Электроникой ограничена скорость на 180 км в час. Это общая история для Volvo. Они сейчас вводят ограничения. Для Volvo или именно для электричек? Для Volvo. Они из ДВС ограничивают скорость чуть-чуть выше, но ограничивают. А у этого автомобиля максимальная скорость 186
но это, скорее всего, погрешность спидометра, плюс, может быть, попутный ветер. Ехать в таком режиме на нем не всегда правильно и здорово. То есть мы сами себя наказываем длительностью путешествия. 80-90 это считается оптимальным. Все, что выше, мы начинаем нагружать электродвигатели, тратить эту мощность. Что будет, если высадить машину в ноль? Или такое невозможно? Конечно, лучше этого не допускать. Производитель не рекомендует в случае полного разряда автомобиля буксировать его, поэтому это эвакуатор. Есть зарядка от бытовой сети. Это самый простой вариант. То есть мы можем по факту либо в частном доме, либо... Но это нужно всю ночь заряжать. Да, это минимум 10 часов. Такая зарядка может занимать вообще до 3 суток при небольшой емкости тока. Это никуда не годится. Есть зарядки медленные. Они доступны на заправочных комплексах. Например, Роснефть этим славится. Очень много Это просто по факту та же самая розетка, к которой ты подключаешь свой адаптер и получаешь ток 12-амперный. И заряжает такая розетка порядка 8 часов. Ой, вы смотрите мое видео, но, кажется, не подписаны? И что, лайк не поставили? Вам не стыдно? Мне было бы стыдно. Подписывайтесь скорее, ставьте лайк, жмите колокольчик. Это не трудно, а нам очень поможет. Ждите новых видео. Приятного просмотра. Но есть и быстрые зарядки. Но есть быстрые зарядки, те же так называемые суперчарджеры, которые могут большими токами, это 60 ампер и иногда и больше. Немного их пока, но они есть. В течение 40 минут твой автомобиль заполнить энергией от 20 до 80%. Нюанс в том, что такие зарядные станции, помимо того, что их мало, они платные. Стоимость, не могу сказать, что сильно кусается, то есть различная по значениям, но это где-то от 20 до 25 рублей за киловатт. А в машине обычно... В данном случае у нас батарея 78 киловатт, доступна для зарядки 72 киловатта. Ну вот из расчета 70 киловатт можно легко посчитать, что полная зарядка 20 рублей, 1400. 1400 рублей. При нынешних ценах на бензин, которые скаканули, особенно в последнее время, вполне адекватная цена. Слушай, Алена, слушай, Алина, слушай, Света, Наташ, а как эту штуку зовут? Я Таня, козел. Представляем вашему вниманию умную колонку Smart Rumpelstiltskin от всем известного бренда Schmandex. Колонка специально разработана для людей, которые много времени проводят в open space и путаются в именах. Smart Rumpelstiltskin отзывается практически на любое имя, поэтому вам не придется больше тратить драгоценное время на поиск нужной команды. Schmandex, потому что мы вас понимаем. Анжела, какой прогноз погоды на завтра? Такая же срань, как и сегодня. Лен, ты обедать? Да пошел ты, я Ира. Что с обслуживанием, скажи, пожалуйста? Какие-то ТО, что вообще обслуживать, если по сути-то и обслуживать нечего, или есть? Надо понимать, да, что есть у нас с вами отсутствует ДВС, и большая часть обслуживания данного электромобиля уходит в никуда. Но техническое обслуживание, безусловно, нужно, потому что у нас с вами и тормозные механизмы, и подвеска, и рулевое управление никуда не делось. Сроки этого обслуживания надо уточнять уже у дилера, и я не готов соврать, что оно короче, длиннее, в отличие от обычного автомобиля. Тут надо уточнять у специалистов. Давайте четко определим. Если я покупаю автомобиль, у меня нет гарантии в общепринятом понимании, да? Но гарантия идет каким-то образом через страховую компанию. Дорогостоящий автомобиль что? Коробка, двигатель, естественно, это все именно страхуется в плане того, что дается гарантия страховой компании, что если что-то произойдет, крупная будет поломка и дорогостоящий ремонт, вам это компенсирует. До 3 месяцев что-то приходится ожидать.
Ну, часто это кузовные какие-то определенные детали, какие-то агрегаты, которые, в принципе, могут не выходить из строя. И плюс дается еще подменный автомобиль на время ремонта. Как бы такие есть определенные преимущества, которые позволяют именно приезжать к нам на сервис и покупать у нас автомобиль. Ну и поскольку автомобиль мощный, с мощным разгоном и при этом есть и рекуперация, я думаю, что есть особенности износа тормозной системы. Она чуть меньше, по факту, потому что вначале, нажимая на педаль тормоза, мы с вами, собственно, задействуем электродвигатели, которые рекуперируют. И только уже на финальном части торможения, либо при экстренном торможении, срабатывают уже тормозные механизмы. А вообще рекуперация значительно помогает зарядить батарею, или это так, баловство на всякий случай? Ну, скорее это... То есть нужно ли специально выбирать такой стиль вождения, чтобы чаще тормозить, рекуперировать, если у тебя прям падает на глазах заряд? Нет, это, к сожалению, не поможет. То есть рекуперация, которую мы накопили, она показывает единомоментный, то есть не в пересчете на километр пути, а в моменте, сколько нам удалось сэкономить. Но по факту это капля в море. То есть если мы будем более плавно, равномерно и с некой логикой разгоняться и двигаться, принесет большие плоды, нежели рекуперация. Верно, абсолютно верно. При зимней эксплуатации никаких проблем не существует. Может быть, чуть-чуть повышенный расход электроэнергии за счет того, что у нас с вами и кондиционирование, и отопление салона происходит электрическими системами, а не от ДВС. Что касается управления, то есть за счет центра тяжести низкого, плюс отсутствие тяжелой передней оси, у нас нету там ДВС, а у нас их два на передней и задней оси, поэтому развесовка автомобиля близка к идеальной, 50 на 50. И управляется за счет этого он очень нейтрально. Наверное, один из немногих электрических автомобилей, который по своей специфике управляется и создает ощущение абсолютно идентичного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Полный привод, полному приводу рознь. Никаких жестких блокировок здесь нет. Вот смотрите, мы достигли с вами 16% заряда батареи, и нас уже автомобиль предупреждает: найди зарядную станцию. То есть автомобиль так или иначе нас предупреждает, кушать хочется. Предупреждает, да. Итак, резюматор. Запись номер 2. Электрические автомобили Volvo XC40 и C40. Я и мечтать не мог, что человечество, основываясь, это же очевидно, на моих работах, продвинулось столь далеко. Помимо тотальной электрификации, которая настигла как общественный, так и личный транспорт, его стараются сделать максимально экологичным и безопасным. Звучит как очень дорогая утопия, но однако же результат налицо. Новинки от бренда Volvo, удивительно красивые автомобили с высочайшим уровнем комфорта, мощным электромотором и большим запасом хода. Если бюджет позволяет, то отказывать в удовольствии себе точно не стоит. Запись окончена. Прости, Элизабет.